Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Вы снова находитесь на канале Ачеслав DIY. И сегодня мы сделаем крой для спинки. Загружаем аватар спинки. Поднимаем его чуть-чуть выше. Вот этим инструментом можно измерить наш аватар, чтобы понять, что аватар находится в правильном положении. Переходим в 2D окно и создаем первую деталь. Дальше копируем нашу деталь. Еще раз копируем и изменяем размер нашей детали. Это у нас верх спинки будет. Создаем боковину спинки. Копируем ее и вставляем в симметричную деталь. Также копируем верх спинки и вставляем снизу. Позиционируем наши детали вокруг аватара спинки. Более подробное объяснение по созданию кроя вы можете посмотреть в моем первом ролике по созданию кроя. Называется «Проектируем крой сиденья для дивана Loft». Видео очень длинное, и там очень подробно объясняю, как делать крой для сиденья диванного модуля. Показывается много инструментов и обращает внимание на мелочи. Все, мы спозиционировали наши детали и переходим в 2D окно. Добавляем точки на расстоянии 210 мм перед нашей спинки. И еще добавляем по одной точке на расстояние 20 мм. Переходим в редактирование кривых и сдвигаем внутрь на 10 мм наши отрезки. Делаем точно так же с нашими боковинами. Для чего это делается? У нас в этом месте не будет канта. И здесь у нас, по идее, ничего сшиваться не будет. Но при проектировании мы это дело сошьем. Потом мы изменили нашу нижнюю часть, убрали 10 миллиметров. И создаем внутренние линии для сшивания наших кантов. Точки внутренних линий смещаем до нашего отрезка. И производим сшивание. И пока я сшиваю, хочу вам напомнить, что любые вопросы, которые у вас возникают, вы можете задавать в комментариях, я постараюсь на них ответить. А также не забывайте подписаться на канал, поставить лайк и можете порекомендовать мой канал своим друзьям и знакомым. Тут я немного поторопился. Последние швы надо будет удалить. И это тоже. Разделяем наш отрезок и добавляем точки. По бокам 10 миллиметров. А теперь уже производим сшивание.
Переходим в 3D окно и запускаем симуляцию. Как мы видим, у нас здесь не хватает швов. Добавляем их. Нашей нижней детали придаем минусовое давление, минус 4. Делаем у аватара смещение кожи 5 мм и производим повторную симуляцию. Поправляем наш крой. Как мы видим, у нас крой лежит еще не так хорошо. Это все из-за того, что ячейка меша у нас 20 мм. Переходим в 2D режим, меняем ячейку меша на 10 мм. Переходим в 3D режим и запускаем симуляцию. Как мы видим, наш крой становится уже нормально. Поправляем наш крой, подергаем немного. Ну все, вроде как все хорошо. Добавляем ткань. И смотрим карту напряжения. По карте напряжения у нас крой сел хорошо. Я сейчас показываю швы, которые на самом деле не сшиваются. Именно вот по этой траектории у нас будет забиваться пистолетом. Ну или можно поставить туда молнию. Но я бы, наверное, просто бы забил бы скобой. Как мы видим, у нас кант идет. И после канта уже это место для забивки. Добавляем давление наверх. Придаем округлость небольшую. И чуть-чуть давления придадим нашей спинке, той самой части, которая будет при раскрывании будет являться спальным местом. Сохраняем нашу деталь. Переходим в Print Layout. Меняем ширину ткани на 1400 мм. Разворачиваем наши детали на 90 градусов по часовой стрелке. И производим симуляцию раскладки. После этого сохраняем нашу спинку. И на этом мы, наверное, закончим. Всем удачи и пока. До новых встреч.